Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Газовый коллапс. Франция сжигает резервы летом, рискуя замерзнуть зимой. Франция начала расходовать стратегические запасы газа, предназначенные для зимы. Борис Леонидович, как так получается, что лето, низкий сезон, газа в избытке, а Франция умудряется еще его поджирать? Ну, для того, чтобы понимать, что происходит во Франции, надо хоть что-то знать про их объединенную энергосистему. Когда идут вот такие новости, Франция сожгла весь газ. Какой ужас, они не перезимуют. Если мы смотрим на 2025 год, то доля газовой генерации в общем объеме выработки объединенной энергосистемы Франции составила 3,7%. У меня все по этому поводу. Особенно интересно сравнивать то, как выглядит архитектура объединенной энергосистемы Франции с теми результатами, которые дали реформы РАО ЕС России, с тем, как выглядит энергетическая система, единая энергосистема, объединенная энергосистема Востока в России. Как вы помните, целью реформы был переход крупных частных компаний в генерацию, которая должна была стать обязательно частной, с тем, чтобы эффективные частные собственники в огромном количестве построили эффективные электростанции, долго ссорились между собой, кто меньше всех способен взять денег с конечных потребителей. И впереди у нас было светлое будущее, когда поутру вы обнаружили у себя в подъезде 10 представителей разных компаний, а мы вот бесплатно, а заберите наше электричество с доплатой. И есть Франция. Назвать ее не капиталистической страной, где нет свободной рыночной экономики и прочего, ну, как-то язык не очень сильно поворачивается. В 1946 году при временном правительстве Шарля де Голля была создана государственная компания EDF. Создана она была путем национализации 1650 частных электростанций и владельцев электросетей. Вот такое начало. Компания EDF на день сегодняшний управляет и владеет всеми гидроэлектростанциями, атомными электростанциями, всеми газовыми электростанциями, мазутными электростанциями, угольной электростанцией, она подлежит закрытию, и 900 мегаватт солнечных ветряков и ветряных панелей, или наоборот. Вот так простенько. При этом никаких митингов, никаких разговоров о частных собственниках. Тем более, что по установленной мощности доля ЭДФ всего 54%. Частный бизнес присутствует, у частного бизнеса панели прикручены к лопастям, все в порядке. На этом фоне доля выработки, не установленная мощность, а доля выработки электростанций, принадлежащих и управляемых компанией EDF, составляет по итогам минувшего года 89,1%. То есть вот эти эффективные частные собственники, они, собственно говоря, находятся там, где и должны находиться. 44% установленной мощности у них и целых 10% генерации. Неплохой результат. Ну и кроме того, конечно же, нельзя не сказать о естественных монополиях. Естественная монополия в России – это Россети, объединенная с федеральной сетевой компанией. Если помните, в свое время было разделение, федеральная сетевая компания владела и управляла магистральными линиями электропередач 110 киловольт и выше. Россети, распределительные сети, то есть последняя миля до наших розеток и до наших выключателей. Разумеется, во Франции все иначе, ведь там либеральный рынок, поэтому совершенно отдельная независимая компания РТЕ владеет магистральными электросетями, делает это совершенно независимо. Во Франции магистральными электросетями считаются от 63 киловольт и выше. Доля компании EDF в уставном капитале компании РТЕ 50,1%. Диспетчеризацией занимается магистральных сетей компания РТЕ, независимая совершенно. Есть еще одна компания, которая занимается распределительными сетями, то есть та самая последняя миля от входных подстанций в городе до, опять же, розеток и выключателей. Распределительными сетями владеет, управляет, диспетчеризует независимая компания, Enedis называется, то есть все, что происходит внутри населенных пунктов, возле
каких-то поселков и так далее. Это все на ней вместе с диспетчеризацией. Доля компании EDF в основном капитале этой независимой компании 100%. Описание объединенной энергосистемы Франции завершил. Можно, конечно, попробовать перечислить все те компании, которые владеют вот этими 44% установленной мощности солнечных и ветряных, но имеет ли смысл? Газовые электростанции для Франции четко выраженная балансовая мощности, то есть на тот момент, когда идет пиковый спрос, газовые электростанции работают. Все остальное время атомной генерации вполне хватает, подстраховывает гидроэлектростанции, все всем довольны. Сейчас во Франции жара, пиковый спрос, компания EDF просто отдает команду газовым электростанциям включиться на полную мощность, ну, сжигают они газ. Ну и что? Зима во Франции несколько отличается от зимы в России. Если кто-то об этом не догадывался, ну, будем считать, что я для вас новость рассказал в режиме капитана очевидности. Решение о том, что во Франции отопление недвижимости, что промышленной, что частной, жилой, осуществляется за счет электропитания, принято в 60-е годы прошлого века, никто его не отменял. Вот, собственно говоря, и вся история. Суровых зим с морозами под минус 30 во Франции почему-то никто не ждет. Газовые электростанции балансируют совершенно уверенно. Конечно, сравнение того, как выстроена архитектура единой энергосистемы России и объединенной энергосистемы Франции, показывает, что реформы, проведенные командой Анатолия Борисовича Чубайса, были тщательно продуманы, они великолепны, они хороши. Во Франции скучно. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Во Франции тоскливо. У нас с высоких трибун высокопоставленные чиновники, руководители компании уже несколько лет размышляют о том, как же создать единый отраслевой заказ для того, чтобы загрузить наши промышленные предприятия, энергомашиностроительные, электротехнические. Я думаю, что если бы кто-то предложил провести такие же заседания во Франции, там бы вообще никто не понял, о чем речь. Есть компания EDF, она сама все решит. Но зато нам не скучно, во Франции тоскливо, нам есть что обсуждать, нам есть о чем говорить. Точно такие же истории о том, как что-то там происходит во Франции, касаются и атомных электростанций. Действительно, жара ушла за 40 градусов, около 20 атомных энергоблоков либо временно выключены из состояния воды в водоемах, либо снижена мощность. Ну, пункт первый. Те атомные энергоблоки, которые были разработаны, построены во Франции, у них изначально устроенная возможность маневрировать мощностью, до 30% можно снизить и при этом остаться в проектном положении. Так что, когда говорят, что снижают мощность, это правда. Не 100% мощности, а 70%.
Повредит ли это Франции? Очень тяжелый вопрос, потому что по итогам прошлого года минувшего, если вычесть встречные перетоки, Объединенная энергосистема Франции с 1951 года входит в состав Объединенной энергосистемы Центральной Европы. Первое название УП ТЦЕ, производство и передача электроэнергии, потом буква П отпала. Теперь каждая страна вольна строить у себя электростанции такие и такой мощности, которую считает нужным. Современное название НСОЭ. Перетоки встречно идут, если посчитать чистый экспорт, 85 миллиардов киловатт-часов за 2025 год. Соответственно, даже если снижена мощность атомных электростанций, это заметят соседи Франции. Во Франции вряд ли кто-то заметит. Соседям будет несладко. Им достанется меньше электроэнергии. Разговоры о том, что Франция не может снизить объемы экспорта для слабых разумом, торговля электроэнергией биржевая в Европе, не выйдет компания EDF на биржу, просто не явится. На самом деле все это и закончится. Компания государственная, будет распоряжение правительства о том, что прежде всего надо заботиться о французских потребителях, на этом все и закончится. И для подстраховки вот та самая газовая генерация, если исчерпываются запасы в ПХГ, это значит, что их включили на полную мощность для того, чтобы подстраховаться, и не более того. При этом проблема с электроэнергией во Франции, конечно, есть. Время от времени мы слышим, что в том или ином городе кто-то остался без света, ремонтировали и так далее. Это тоже наследство прошлого века. Часть электросетей – это подземные кабели. Проложены они были 50 лет назад, где-то раньше, где-то позже, но средний возраст 50 лет. Изоляция у этих кабелей соответствовала технологиям того времени. Сейчас идет перегрев грунта, кабели не выдерживают. Есть отдельная программа адаптации к климату. Когда мы слышим, мы обычно над этим хихикают, но это действительно деньги, выделенные из государственного бюджета государственной компании EDF. Там можно какие-нибудь дополнительные названия придумать. Независимая компания РТЭ, независимая компания Денис, вот все они там в тяжелом споре с EDF решают, как же распределить деньги между собой. Да, выкапывают старые кабели, прокладывают новые. Это неизбежно. То, что Францию никто не порицает за это в Евросоюзе, нет такого зеленого уклона, к которому привыкли. Мы видим репортажи из Германии, где доля зеленой генерации доходит до 50% и так далее, и так далее. Если смотреть баланс не по установленной мощности, а по выработке, по итогам прошлого года, то, зеленая генерация есть и во Франции. На ветро- и солнечных электростанциях в прошлом году было выработано 15,5% от общего объема выработки. Собственно говоря, все. Напомню, что в свое время наш системный оператор проводил числовые эксперименты, что будет, если объединенная энергосистема перегружена зеленой плесенью, с зеленой генерацией. Вот в том случае, если доля генерации превышает 12%, расходы на адаптацию электросетей растут по экспоненте. Во Франции 15,5%. То есть здесь сказать о том, что у них что-то не сбалансировано, нельзя. С точки зрения Евросоюза, да, так нельзя. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.